ребята! Я нахожусь в городе Мар-дель-Плата. Сегодня мы будем смотреть в основном сам город. Не туристические его места, а просто как живут здесь люди. Мар-дель-Плата достаточно большой город. Здесь несколько торговых центров, в один из которых мы сейчас зашли. Смотрим, что здесь продается. А продается здесь очень многое. Одежда различная уже есть. Вот курточка около $200. Пальтишко. Причем многие местные бренды одежды я не видела, чтобы продавались в Буэнос-Айресе. Возможно, это именно здесь какие-то локальные, не сетевые бренды. Магазин здесь с товарами для путешественников. Много всяких удобных штук. Конечно, Nike, Adidas. Все есть. Поглазеем на витрины. Что здесь есть? Все есть в этом торговом центре. Вот так он называется. И одежда, и фудкорт большой. Все необходимое для комфортной жизни есть в торговых центрах. Выглядят примерно так микс из старых домов и новых домов. И причем многие старые дома продаются в хорошем состоянии. Но на перекрестках часто нет светофора. Нужно, и машины не уступают в большинстве своем дорогу пешеходам. Нужно как-то так пробегать. Вот этот дом тоже продается, написано. Очень много всего здесь продается. Там табличка о продаже. Шоссе, нет светофоров, надо бежать, надо бежать. Потрясающе красивое здание. Это музей, в который можно заходить. Сейчас мы сюда как раз таки и направляемся. Мы внутри музея. Сегодня он оказывается даже бесплатный, так что нам подфартило, так скажем. Сейчас мы находимся на первом этаже, где находится выставка аргентинских художников, которая посвящена женщинам. Дом 1909 года постройки. В этом доме находится первый лифт в Мар-дель-Плате, который мы сейчас только что посмотрели. На втором этаже воспроизведены комнаты, как они были в этом доме расположены. Это детская комната. И вот здесь сразу рядом проходная. Видимо, это комната для няни. И возле комнаты ванна. Надо же, такая большая. Там тоже дверь в эту ванну.
Ну, здесь на кухне прям чувствуется, что с полом большие проблемы, что здание очень старое. Не все на тех местах, на которых должно было бы находиться. Фильтр для воды. Ванная комната, такая разноцветная раковина. Сама ванная. И такой котел старинный, воду нагревать. Вообще такой потолок высоченный. Сказала девушка, которая здесь работает, что это был летний домик для богатой семьи, которая сама жила постоянно в Буэнос-Айресе. Сейчас я покажу макет этого летнего домика, его масштабы. Это просто огромный дом. Смотрели, как выглядели комнаты в этом доме. Остался последний этаж, там должна быть выставка тоже. Картины, фотографии аргентинских художников. Здесь выставка не просто аргентинских художников, а художников, которые именно из Мар-дель-Платы. Красивые здания, интересные, древние. Позволяет так познакомиться ближе с городом, лучше, чем заглядывать в заброшки. Так намного все понятнее. Одной местной достопримечательности. Называется она вот башня Торре Танки называется. Я не знаю, как это на русском. Там находится резервуар с водой, до сих пор действующий. Написано, что вход туда тоже свободный. Не знаю, будем мы туда заходить или нет. Посмотрим. Мы не пошли в эту башню, потому что, оказывается, музей закрылся 15 минут назад. Мы немного опоздали, но ничего страшного, мы не расстроились. На что-то относится к воде и водоочистным сооружениям. Город Мар-дель-Плата относительно молодой. Вот нам девушка в музее работающая сказала, что в следующем году ему будет 150 лет. И что здания здесь выглядят некоторые настолько старыми, потому что их владельцы просто копировали то, что у них было в Европе. И поэтому, если смотреть на эти здания, то кажется, что город намного более древний. Турная программа на сегодня закончилась, и мы приехали в морской порт. Место, где можно посмотреть на морских львов. И также здесь самый красивый пляж, который нам понравился, в натуральном резерве. Там чисто, хороший песок и классный вид, и мало людей. Разновидности рыб, которые здесь водятся и продаются здесь же. Ходишь прямо возле кафешек. Начинается зона с морскими львами. Прямо здесь они вот живут.
место. Люди сюда приходят посмотреть на морских львов. А у этих львов постоянно какие-то разборки, какой-то кипиш, постоянно они там друг с другом дерутся. То есть они выходят на берег, на сушу, чтобы погреться, просохнуть под солнцем. Что-то им всем постоянно не нравится, друг на друга налезают, ползают и начинают из-за этого разбираться. Очень громко. В основном так они все спокойно лежат, а вот несколько молодых в основном львов что-то там кипишуют. Наверное, некуда силы девать. А те, кто постарше, большие львы, так лежат, иногда похрюкивают, что-то фыркают. Такая картина. Но сегодня не так сильно воняет. Сегодня львов поменьше. Мы здесь были уже один раз. Нормально можно здесь находиться, особенно если ветерок дует, потому что они немного специфично пахнут. Но сегодня все хорошо. Такая сладкая парочка, очевидно, самец и самка. Так вдали от всего этого кипиша лежат, укладываются поудобнее и спят. Чем живет город Мар-дель-Плата? Первое – это рыболовство, больше всего денег идет оттуда. Второе – туризм. И третье – текстильная промышленность. Рыболовство мы сейчас видели своими глазами. Огромные верфи, там строятся корабли. Также завод рядом стоит по переработке рыбы. Очень много судов. Сейчас я подошла к месту, где сидели чайки, птицы. Смотрю, что они тут клевали. Я все пытаюсь найти ракушку целую, хоть одну. И что-то никак. И вот здесь от мидий открытые уже выклевали. Очень много мидий открытых. Все выклевали птички, все выклевали. Я вообще с морей часто привожу себе по одной ракушке какой-нибудь интересной. И что-то тут в основном мидии. Удивительно. Хотелось бы найти что-то поинтереснее. Сейчас проведу здесь какое-то время, поищу для себя какую-нибудь маленькую ракушку в хорошем состоянии для коллекции. Находка. Сейчас птицы его клевали. Крабик. Вот так. Недавно бегала, теперь уже еда. Вынесла ракушек, но все вот мидии похожие. Так же, как и много пластика. Очень много пластика, много мусора. Пока только осколки каких-то больших раковин. И вот это уже другая, какая-то более интересная для меня. Вот тоже мидия. На ней вот какой-то нарост. Прям жесткий такой. Жесткий. И с этой стороны кто-то к ней присасывался. Ой, волна идет. Не успела потрогать. Если какие-то. Похоже от гребешка осколок. Найти вот целого. Я вообще могу очень много времени проводить вот так в поисках какой-нибудь ерунды на пляже, в поисках ракушек, камушек цветных. Мне очень как-то нравится это занятие, так расслабляет. Вот мой улов, какие удалось найти ракушки целые, очень красивые, вот это тоже. И вот эти две попроще, но, наверное, я их оставлю, я возьму только одну. Собираю только по одной ракушке с каждого моря, океана, на котором я бываю. Шикарное, конечно, это место, город Мар-дель-Плата. И в городе самом есть чем заняться, большой город. И вечером можно просто выйти посмотреть на морских львов или погулять по набережной, по побережью.
Просто потрясающе. Мы думаем, что здесь эти птицы тусят прямо у сточной реки как будто бы, а здесь мальки. Рыбы, смотрите, маленькие. Откуда они здесь вообще? Нет, я его возьму вот так вот вместе с глиной. И сейчас отнесу в океан. Спасу. Блин, не докину. Сейчас дождусь волну. Давай, малек, живи. Что-то волна не доходит. Но я не вижу, чтобы он всплыл. Не увидела я, чтобы этот малек куда-то уплыл, но надеюсь, что доплыл. На самом деле здесь их очень много в этой речушке. Не знаю, откуда они берутся здесь реально. Ну вот так. Что же, пришло время прощаться с таким прекрасным видом. Я говорю вам до встречи в следующем выпуске. Обязательно ставьте лайки, пишите комментарии. Это очень помогает развитию канала и очень стимулирует снимать дальнейшие видео. Так что пишите. Пока-пока.